Приветствую всех, друзья! В предыдущем видео мы настроили подсчет времени для фильмов и для сериалов. Также настроили теги, настроили добавление новых тегов. Сейчас проверим, как это все работает. Сериал, то есть description. Выберем сериал. Отправим какой-нибудь тестовый тег. Выберем теги. И отправим. У нас появился объект, в котором, в принципе, все то же самое, что мы забивали здесь. В этом видео мы уже будем работать с данными, подключим библиотеку Vuex. Что ж, пожалуй, начнем. А в конце видео, кстати, мы исправим текущие баги, которые у нас возникают. Также сделаем, чтобы это поле тоже очищалось и чтобы новый тег скрывался при отправке. Перейдем в Google, напишем UX и сразу же по первой ссылке у нас откроется полная документация на русском языке о том, что такое UX. Перейдем в установку. Нас интересует npm install vuex --save. Остановим сервер, пропишем текущую команду. И пока Vuex устанавливается, вкратце расскажу, что такое Vuex. В принципе, тут в документации все предельно подробно расписано. Я так вкратце пробегусь. То есть Vuex это дополнительный модуль, то есть как считается как библиотека, которая предоставит нам общую шину, также общий стейт для всего нашего приложения. То есть у нас будет один объект, который будет нам описывать все состояние нашего приложения. И мы уже сможем как-то взаимодействовать с ним, с этим объектом через Store. Поэтому сейчас Vue установилась, запустим по новый сервер. PM run dev. Консоль я скрою. Package.json добавилась новая зависимость Vuex с версии 3.0.1. Теперь создадим сам Store. Точнее, создадим новую папку в папке src, которую так и назовем Store. Дальше в Store создадим новый файл, который назовем index.js, чтобы все было удобно подключать в main.js. Поэтому в index.js сначала мы будем импортировать view from view. И то же самое сделаем для Vuex. Также импортируем Vuex. Далее, для того, чтобы использовать Vuex, нам нужно указать следующую команду vueuse и передать Vuex. Далее мы все это дело экспортируем. Export, default. Создадим конструктор. Vuex, store. И в конфигурации мы будем передавать... То есть мы либо можем сразу же все описывать здесь, но поскольку у нас будут как теги, так и таски, плюс у нас будет еще юзеры, поэтому лучше всего работать с модулями. Поэтому пропишем модулис и дальше в модуле будем передавать, соответственно, модули. Первый модуль у нас будет task, поэтому создадим новый файл, который назовем task.js, и далее здесь уже будем все описывать. Сейчас пока что подключим точно так же через импорт текущий task. Для этого напишем import task from. Укажем, что текущий task находится в этой же папке, где index.js. И дальше все это дело подключим в main.js. Точно так же, как мы делали с роутером, только теперь мы подключим store. Здесь же укажем, что это store. И дальше объявим это все во view store. Все, в принципе, на этом подключение Vuex как бы завершено. Теперь можно начать уже описывать что-либо. Также здесь нужно поставить Enter, для того, чтобы не ругался ESLint. Теперь можно перейти в Task. Для начала мы все это дело экспортируем. Точно так же по дефолту. Так, сейчас откроем Film Library. Закроем лишние вкладки. Угу. Все, теперь все чисто. И, пожалуй, начнем. Здесь мы прописываем state, то есть общий state нашего приложения. То есть здесь мы будем хранить все текущие состояния. Дальше пропишем mutations, который у нас также является объектом. К mutations и к actions я вернусь чуть позже, когда уже будем непосредственно с ними работать. И последним полем у нас будет getters.
То есть в геттерсах мы уже будем как-то взаимодействовать с текущим стором. И в принципе можно начать. Начнем сразу же с тасков. Для этого в state мы перенесем текущие таски. Вырежем все это и перенесем в state. И сейчас мы будем работать уже с геттерами. Каждый геттер у нас является функцией, поэтому так и напишем. Tasks. В каждую функцию мы передаем state. И также в каждом геттере мы должны что-то вернуть из функции. Поэтому сейчас мы обратимся к нашему стейту и вернем таски. То есть в геттерах мы как раз таки это и делаем, что что-либо возвращаем. Сейчас мы возвращаем, просто обращаемся к стейту, то есть к текущему стейту, и возвращаем таски. Так и пишем просто return state tasks. Сейчас это у нас никак не работает. Перейдем в tasks. Сейчас он пишет о том, что, во-первых, метод tasks не найден. Поэтому перейдем в task.view. Так, это я скрою пока что. В принципе, сама data нам уже не нужна. Вместо data мы напишем computed. Поскольку мы зависим от определенных геттеров, то нам так или иначе нужно описывать это все дело в компьютерах. Это считается лучшей практикой. Поэтому дальше мы обращаемся, мы ищем таски в тасках. Поэтому так и напишем. Tasks. Напишем функцию, где будем обращаться через this. Дальше мы будем использовать $, поскольку переменная уже является системной, поэтому к ней обращаться нужно через $. Обращаемся к store, дальше обращаемся к нашим геттерам. И нам нужен геттер, который мы назвали tasks. Сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Давим. 3 проблемы. Ага, он пишет, что мы ничего не вернули с таска. Поэтому напишем return. Обновим. Так, также если int ругается на extra space, уберем его. Мы вывели текущие таски, обратились через store. Теперь попробуем сделать их добавление сейчас. То есть при отправке сейчас у нас это все пушится в константу. Мы же сделаем так, чтобы это все пушилось уже в таске. Поэтому перейдем в home.view. Дальше посмотрим, где мы отправляем, где у нас функция new task, вот она идет, и идет текущая константа. Поэтому дальше мы эту константу будем просто отправлять в store. Для этого так и напишем this. Потом опять же через $store. Дальше мы обратимся к методу dispatch. Дальше мы объявим новый метод, который назовем, пожалуй, new task, точно так же. И объявим сюда параметр task. То есть параметр task это у нас как раз таки текущая константа, а new task это тот метод, который мы сейчас создадим. Поэтому переходим. Так, index.js нам пока что тоже не нужен. Переходим в task.js и для начала мы это все объявим в actions. Пишем new task, который принимает в себя два параметра. И первый параметр у нас будет как раз таки объект, который принимает в себя свойство commit. И дальше мы уже этим коммитом будем все диспатчить в мутации. Второй параметр будет payload. То есть payload это как раз таки home, это как раз таки task. Поэтому дальше мы это все передадим в мутации, поэтому так напишем commit, дальше укажем new task через в строковом, точнее, варианте new task, и дальше укажем, что будем передавать. Мы передаем сам task, поэтому так и пишем payload. Теперь в мутации напишем опять же new task. Здесь мы уже передаем параметр state и также payload. И дальше мы уже все это дело пушим в наш state, поэтому обращаемся к state. Дальше обращаемся к нашим таскам. Tasks. И дальше все это дело просто пушим. Точно, в принципе, точно так же, как мы это делали и раньше. И пушим мы как раз таки payload. Проверим, как это сейчас работает. Напишем new film. И отправим без тегов.
Так, mutation type. Так, я mutations неправильно написал. Mutations. Посмотрим, как сейчас. Film. Правильно. Так, появился точно так же объект, поскольку мы его все так же выводим в консоли. И в тасках появился фильм. Теперь я предлагаю поправить total time, поскольку у нас не выводится ни total time и также не выводятся теги, поскольку мы вывод тегов не настроили. Ну, попробуем какие-нибудь теги выбрать, что-нибудь добавить. Правильно. Перейдем в tasks и видим то, что у нас тегов нету, и также вывелась ошибка duplicate case. Ага, то есть у нас ключи, поскольку мы перейдем сейчас в task и видим то, что мы как ключ используем task ID. Task ID мы задаем здесь в константе task ID. И в принципе сейчас это немного неправильно, тем более то, что дальше мы будем ID получать с сервера. Поэтому сейчас мы просто ID-шник уберем. Также уберем его из task ID, и мы также делали ID-шник в ресете. Да. Переставная единица. Мы это все уберем. И сейчас в task.js в actions обратимся к payload. Payload.id. И сделаем так, чтобы он равнялся у нас math random. То есть сейчас у нас каждый новый ID-шник, нам его даже не нужно объявлять в константе, поскольку мы работаем с actions, мы просто здесь обращаемся к payload, то есть к нашему таску. То есть payload это у нас все так же помним, что это task. Дальше обращаемся к ID-шнику, он его автоматически создает и объявляет его как math random. Проверим, как это сейчас работает. Напишем какой-нибудь первый фильм, напишем второй фильм, через Enter отправим уже. Можем, в принципе, посмотреть здесь на ID-шник. Пока что особого значения не имеет, какой он, потому что, опять же, дальше мы будем получать его с сервера, когда мы будем настраивать Firebase. Теперь выведем Total Time. Total Time. Посмотрим в Home, как мы его задаем. По-моему, там обычная переменная Time. Да, переменная Time. Поэтому, так, в таске, да, мы его выведем. Да, Total Time. Так и напишем. Обратимся к таску. Task и напишем time. Посмотрим, как это сейчас работает. У нас вывелось точнее время. 1 час 30 минут. Теперь можно настроить вывод тегов, которые мы отправляем. Для этого создадим точно такой же класс, только вместо body изменим на footer. И тут же, в принципе, повторим все то же самое, что мы делали в home. Так, у нас вот он идет тег-лист. Поэтому отправим тег-лист. Угу. Теперь мы только ищем теги в тегах. Только перед этим мы обратимся к task. task.text. Ключ у нас все так же будет tag.title. Так, единственное, что я помню то, что да, мы text used отправляли. Я думаю, то, что used тут уже не нужно, да, чтобы было легче понимать, что мы делаем, поскольку у нас есть time. И просто напишем text. Поскольку там уже понятно, то, что это используемые. И также обращаемся к тегам, которые мы передаем в наш массив. Ищем теги среди общих тегов и выводим их. По клику нам уже ничего делать не нужно с ними. И также button close мы уберем. Посмотрим, как сейчас это все выводится. Угу. Так, попробуем обновить и занести новый тег для начала. Выберем два тега, отправим. Ага, у нас вывелись теги, только единственное, не вывелись тайтлы. Сейчас посмотрим, почему у нас не выводятся тайтлы. Так, added tag used. Так, ну, во-первых, потому что мы this text used, то есть как раз таки наш массив, который мы отправляем через теги, мы решили в прошлом видео то, что будем пушить просто tag title. Это на самом деле немного неправильно, лучше всего пушить всегда объект, у которого будет как раз таки title.
И title как раз у нас будет равняться tag title. Попробуем сейчас это все дело отправить. Обновим. Сейчас у нас уже видим то, что идет объект, у которого есть пока что один параметр title. Попробуем отправить сейчас. Видим то, что все. Теперь у нас теги выводятся western, выводится adventures. Теперь добавим последнюю опцию для тасков, а именно добавим фильтр. То есть мы укажем здесь три кнопки. По клику первые у нас будут только активные задачи, то есть которые у нас не будут active. Точнее наоборот, которые у нас будут active. Далее мы выведем completed, то есть те, которые у нас выполнены. И дальше мы выведем все задачи. То есть по стандарту у нас будут выводиться. Так, вот он у нас task. Так, нам все-таки data нужна. Так вот, по стандарту мы объявим фильтр и будем выводить только активные. Ставим запятую. Теперь настроим, собственно говоря, наш фильтр. Для начала создадим три кнопки. Для того, чтобы это все красиво выглядело, обернем их все. Назовем task list. Только укажем task list. Пусть будет header. Поместим сюда h1 и напишем новый класс buttons list. Скопируем отсюда также с фреймворка UI кнопки. Сделаем стандартные кнопки, дефолтные, закругленные. Button round и button default. Теперь по клику на эти кнопки мы будем как раз таки менять значение нашего фильтра. То есть первая кнопка у нас будет active, поэтому по клику на эту кнопку у нас значение фильтра будет active. Так и напишем тут active. Дальше все это дело скопируем. Напишем completed. Передадим фильтр точно так же completed. И далее уже напишем all. Посмотрим, как это все работает. Выведем через параграф наш фильтр. Сохраним. Посмотрим. Сейчас он находится в active. Completed. All active. Так, теперь нам нужно проходиться уже не по массиву с тасками, а нам нужно проходиться по фильтру. И сделаем мы это следующим образом. Оставим tasks и просто добавим фильтр. Далее занесем tasks фильтра в completed. И сделаем обычные условия. То есть если у нас будет фильтр, так, напишем this.filter равняться active, то мы будем что-то здесь выводить. А если же else if у нас текущий фильтр, так можно это в принципе скопировать, вставим, если у нас текущий фильтр будет completed, то мы будем что-то дальше выводить. А если же else if у нас будет фильтр в all, то мы уже соответственно будем выводить текущий. То есть все таски будем выводить, то, что мы делали раньше. В принципе, нам tasks больше не нужен. И на случай, если у нас что-то пойдет не так, то напишем просто return this filter is active. Теперь, что мы будем выводить здесь? Поскольку мы работаем с массивом, то мы, в принципе, в tasks.js, в геттерах, мы можем просто сделать следующее. Во-первых, напишем функцию, которую назовем task completed.
task completed, в которое точно так же передадим state. Дальше мы вернем state, обратимся к таску. И опять же, поскольку мы работаем с массивом, мы можем пробежаться по нему через фильтр. Только вот так. И дальше мы напишем, что мы будем искать таски. Напишем стрелочную функцию, в которых мы будем искать только те таски. То есть мы вернем те таски, которые у нас будут в состоянии completed. То есть у нас есть completed, у которого флаг false пока что укажем одному true. И то есть текущий getter у нас будет возвращать только те таски, которые у нас будет completed в true. Напишем еще один. И напишем task completed false. То есть not completed. Те, которые у нас будут не выполнены. Поэтому сейчас мы task.view, в принципе, можно это все дело скопировать. Если у нас фильтр будет в active, то мы будем возвращать уже не все таски, а что мы там написали? Task completed. Точнее, task not completed. Да, поскольку нам нужно выводить активные. Поэтому task not completed. А когда у нас будет completed, мы как раз таки будем выводить completed. Посмотрим, как это работает сейчас. Фильтр is not defined. Так, посмотрим, почему. Фильтр, все правильно написали. Так, перейдем в tasks. Фильтр, тоже все правильно. Мы обращаемся к state, но мы пишем здесь как task. А у нас state назван как tasks. Поэтому нам здесь нужно обращаться к tasks. И здесь тоже к tasks. И здесь то же самое. Нет, единственное, в return мы уже возвращаем сам task, поскольку мы и ищем task. Поэтому возвращаем мы task completed. Посмотрим, что у нас сейчас происходит. В active у нас, соответственно, только активные задачи, те, которые не выполнены. В completed у нас только выполненные таски. А в all у нас идут все задачи. Поэтому я сейчас предлагаю добавить всему этому стилю, всему этому оформлению. Итак, друзья, я вернулся. Сейчас расскажу, что мы здесь сделали. Во-первых, хедеру мы задали DisplayFlex. Все это дело отцентрировали и за счет Space Between раскидали это все по бокам. Также обнулили Title Margin Bottom, чтобы все выглядело по центру. Так, дальше мы проверяем у Task Item класс Completed. Сейчас я его помечу как Completed. Проинспектируем. То есть мы в предыдущем видео задали для каждого Task Item класс Completed. В случае, если он у нас выполненный. То есть это уже зависит от чекбокса. И, соответственно, мы проверяем на Completed. Дальше мы берем Title, берем текст и Tag. Просто перечеркиваем текущий текст. И далее задаем Color. Color я взял из color.style. То есть вот он secondary color, который мы подключаем текущим образом. Дальше уже с этим что-нибудь придумаем. Я случайно закрыл. Task.view. Ну и в принципе на этом все. Также мы чекбоксу задаем border color. То есть если проинспектировать чекбокс, то у нас идет before и идет border 2 пикселя, solid и текущий цвет. Мы просто задаем border color, текущий цвет, который мы в принципе и тексту задаем. Дальше можно перейти в принципе в home и настроить теги. Для этого создадим в сторе новый файл, который назовем text.js. Дальше мы его подключим в index.js. Точно так же, только укажем text и объявим его в наших модулях. Запятая text. Можно это все закрыть. Теперь так, откроем home.view. Так, дальше нам task не нужен. В принципе, можно скопировать. Ну, хотя ладно, напишем все сами. Экспортируем все по дефолту. Дальше опять задаем 4 поля. Первое поле у нас будет, как обычно, state. В него мы просто вырежем текущие теги.
Напишем здесь text. Дальше у нас опять же идут mutations. Также объект и actions, к которым мы опять чуть попозже вернемся. Нас сейчас интересуют геттеры. Поэтому в геттерах так, мы напишем новый геттер, который у нас так и будет называться text. Передадим в него state. Далее обратимся к state, к нашим тегам и просто их все вернем. Return state text. Теперь в home точно так же опустимся до completed и в completed вызовем наши теги. Text. Дальше через this обратимся к store. И дальше обратимся к геттерам. После чего к нашему геттеру text. Проверим. Так, сейчас поставим запятую. Сейчас наши теги должны вывестись. Обновим страницу. Так, у нас 3 ошибки. Да, потому что забыли все это дело вернуть. Угу, наши теги вывелись. Все работает. Добавим новый. Ага, так, сейчас нам как раз таки нужно настроить добавление нового тега. Поэтому перейдем в New Tag, где мы создавали. Раскомментируем ее и в нее также передадим used, который мы забыли передать. И push, в принципе, можно удалить. Так, единственное, что used, мы, по-моему, использовали use. Мы сейчас это все дело проинспектируем. Перейдем во view, в home, в теги. Посмотрим наши теги. У нас их 3. И да, здесь мы используем use. Поэтому передавать сюда нужно не used, а use. Теперь обратимся к нашему store через this store, потом к методу dispatch. В dispatch мы отправим новый метод new tag. И также вторым параметром мы отправим как раз таки сам тег текущий. Скопируем new tag, отправим его в actions. Первым параметром мы передадим commit, вторым уже payload. Дальше через commit мы это все дело отправим в мутации. Напишем новый тег, new tag, и вторым параметром payload. Так, payload. Теперь mutations также назовем new tag. Только сейчас мы будем уже отправлять сам state и будем отправлять payload. Теперь обратимся к нашему state, к text. И сейчас... Так, нет, сначала нужно указать push. И теперь уже можно пушить наш payload. Проверим, как это работает. ASD. Все, у нас все пушится. Попробуем отправить. Перейдем в таски. У нас появился новый таск с текущими тегами, completed. И он у нас перешел в completed. На этом, в принципе, все. Теперь осталось только избавиться от текущего бага. Текущий баг у нас вызван с классом used, который у нас задается в зависимости от флага used. Да, если он у нас в true стоит, тогда у нас присутствует класс. Если false, то его у нас нету. Поэтому нам нужно, где у нас ресеты? Так, они у нас в home. То есть нам нужно при отправке пройтись обычным циклом. Будем использовать for. И у каждого элемента обнулить значение use. Поэтому так и напишем. Let I равно 0. Дальше мы будем проверять длину массива. Text через this text. Length. И далее будем увеличивать i++. Так, теперь... Так, нет, нам возвращать ничего не нужно. Нам нужно просто this text
И тут нам нужно обратиться к каждому тегу и убрать состояние use на false. То есть у нас будет массив отрабатывать каждый раз, пока у нас I не достигнет длины массива. То есть сейчас у нас длина сколько? 4,5. То есть он отработает данный массив в 5 раз. То есть текущая строчка для каждого тега. Проверим, как это работает. Обновим. Отправим теги. Send. Что-то не работает. Посмотрим через консоль. Так, возможно, потому что забыли сохранить home. И также ошибка здесь у нас у ESLint. Посмотрим теперь. SD. Все, теперь у нас все работает. Просто нужно было сохраниться. И по идее task передался. На этом все, друзья. В следующем видео мы настроим логин и registration. Добавим валидацию. Также добавим валидацию на home, на текущие поля. И в конце видео настроим анимацию, чтобы плавно элементы заносились в список. На этом все, друзья. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Увидимся.